Доброго времени суток! Сегодня у нас видеопрогулка по настоящей архитектурной жемчужине города Харькова, улице Дарвина. Это одна из самых маленьких улиц города. Ее протяженность около 700 метров. Улица берет начало от Пушкинской и поворачивает на Куликовскую. Ее часть составляет единый архитектурный комплекс, построенный около века назад. Возвращаясь на эту тихую улицу, как будто пересекаешь невидимую границу и оказываешься в начале прошлого века. До 1920 года носила название Садово-Куликовская. Названа в советское время в честь основателя эволюционизма британца Чарльза Дарвина. Отличается большим количеством памятников архитектуры. На улице Дарвина жил известный украинский писатель, ректор Харьковского университета Петр Гулак-Артемовский. Именно здесь он написал свое стихотворение «Настоящая доброта». После ГУЛАГа Артемовского на Дарвина жил купец Януровский, в гостях у которого бывал Федор Шаляпин. А перед вами одна из изюминок на улице Дарвина, дом под номером 9. Это бывший дом Рыжовых, возведенный в 1912 году по проекту знаменитого архитектора Виктора Величко. Здесь размещалось Всеукраинское общество культурных связей за границей, с 1934 года дом архитектора. Как ни странно, но это одна из немногих построек, которая почти не претерпела реконструкции. Рядом находится дом художника, в прошлом особняк английского консула Чарльза Блэки. В здании, напоминающем английский загородный коттедж, до 1934 года находилась гостиница для иностранцев, затем общежитие. Сегодня здесь проводятся художественные выставки. Под номером 13 находится бывший особняк биолога Алчевского, профессора Харьковского университета. Здание, по собственному выражению автора Алексея Бекетова, решено в мавританском духе. Сочетание готики и арабского зодчества. Во внешнем облике здания это отражает стрельчатые аркады, сложные карнизы, витые колонки, вычурные башенки. В интерьере сложная орнаментальная лепнина. В разное время в здании размещалось общество взаимовспоможения трудящихся женщин, первая гимназия с совместным обучением мальчиков и девочек, ныне Украинско-британский колледж. Как я уже упомянул ранее, что до 1920-х годов прошлого века улица именовалась Садово-Куликовской в честь полковника Харьковского полка Куликовского, который во второй половине XVIII века владел огромным участком исторического Нагорного района Харькова от нынешних Московского проспекта до улицы Гуданова и от Журавлевского склона реки Харьков до Пушкинской. В советское время улицу переименовали в честь британского эволюциониста Чарльза Дарвина. А перед вами дом по улице Дарвина номер 15, памятник архитектуры, архитектор Ржепишевский. Дом под номером 12 – обычный жилой дом. Дом под номером 21 – это постройка 1903 года. Дом был построен для доктора Песничевского в неоренессансных формах. Здание довольно большое и аккуратное, состоит из двух этажей. Сохранилась изящная лепнина, украшающая фасад здания, и аккуратные балконы. Далее, по северной стороне улицы, особенно на ее конечном отрезке, сложился выразительный архитектурный ансамбль, очень напоминающий застройку небольшого западноевропейского города. А перед вами бывший особняк Маркова, построен академиком архитектуры Бекетовым в 1903 году в неоренессансных формах. Позднее особняк принадлежал Шедловской, жене титулярного советника.
После революции дом был национализирован и передан Союзу комработников, после чего стал называться Дом коммуна номер 78. По той же стороне улицы находится оригинальный дом номер 29 в стиле модерн, напоминающий готические жилые дома средневековой Европы. Сооружен для известного театрального деятеля и режиссера Синельникова архитектором Ржепишевским в 1914 году. Интересен также бывший особняк архитектора Величко, улица Дарвина 31, который сейчас перед вами, построенный в 1901 году по проекту Зодчего с использованием элементов готической и романской архитектуры. Улица Дарвина, 35. Ничего не известно об истории этого особняка. Из охранной таблички видно, что здание возведено в 1913 году по проекту архитектора-компанийца. В настоящее время бывший особняк используется как обычный многоквартирный жилой дом. Ряд памятников архитектуры замыкает собственный особняк академика архитектуры Бекетова, улица Дарвина, 37, построенный им в 1912 году в формах неоклассицизма. Кроме владельца, в нем в разное время жили художники Пестриков и Самокиш. Новое семейное жилище архитектор Бекетов построил по собственному проекту. Дом под номером 37 имел 2 этажа. На втором жили сами Бекетовы, а первый они сдавали творческой интеллигенции Харькова. Эту квартиру на первом этаже местные жители окрестили квартирой художников. А вот потомки самого Алексея Бекетова и сейчас живут в этом доме. По улице Дарвина, 39 располагается обычный многоквартирный жилой дом. Дом по улице Дарвина, 41 тоже жилое строение с офисами и жилыми помещениями. Сегодня довольно-таки короткая улица Дарвина живет бурной жизнью. Множество студентов, которые ежедневно идут то в университеты, то в студенческую поликлинику, то просто прогуливаются, не дают старенькой улочке унывать, а наполняют ее вековую красоту современным духом. Туристы всегда стараются побывать на Дарвина, ведь здесь не только красиво, но и есть музеи и сувенирные лавки. Дорогие друзья, спасибо вам, что досмотрели это видео до конца.
Это была видеопрогулка по улице Дарвина. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!